Друзья, привет! С вами Тарас Поздний, и сегодня мы поговорим о снаряжении для зимних походов. Для тех, кто впервые на нашем канале, кратко представлюсь, я поднялся на Эверест, высочайшую вершину мира. Сейчас у меня цель подняться на все 14 восьмитысячников, а кроме этого являюсь руководителем клуба туристов Кулуар, и мы занимаемся организацией похода и восхождений по всему миру. Рекомендую вам начать просмотр с первой части, так как сейчас мы уже на второй части. Тут мы разберем ботинки, носки, ледорубы, трекинговые палки и прочие важные мелочи. В первой же части мы рассказывали об одежде. Мы начали с головного убора, термобелья, флис, пуховка, штаны и, собственно, этим и закончили. Друзья, не забывайте подписаться на канал, оставляйте комментарии, пишите, насколько вам такой формат нравится, подходит ли он вам, узнали ли вы что-то полезное с наших видео. Мне очень важна ваша обратная связь. И до встречи в горах. Погнали и приятного просмотра. Снова вернемся к ногам, а именно к нижней части. Носки. Носки это тоже очень важно. Если вы возьмете тоненькие носки, у вас моментально замерзнут ноги. Носки должны быть зимой толстые. Идеально, если это будут термоноски. Термоносков, как по мне, нужно 3 пары. Вы их меняете. Этого достаточно, 3 пары? Да. Обычно зимой вы не так часто меняете носки, хотя ноги и потеют. Дело в том, что они сохнут прямо на вас. И термо, они же не воняют так быстро. Да. Особенно если есть там серебром, то они не заваниваются. Термоносков я рекомендую 3 пары. Термоноски должны быть утепленные, с хорошими вставками на пятках и носках. Почему? Потому что в ботинках оно может протираться. Второй вариант носков, то есть таких берем 3, 2-3, максимум 4, больше не надо. В зависимости от того, на сколько дней вы идете. Соответственно, вам это все нести. Если 6 дней, допустим, более стандартный наш поход, тогда 3 достаточно. Это все нести на себе. На 3 дня, в принципе, можно и 2 обойтись. Да, так оно и есть. Еще для города одни обычные носки тонкие. Зимой рюкзак и так тяжелый, поэтому брать по 6 пар всего абсолютно не стоит. Носки для сна. Носки для сна могут быть 2 типов. Можно такие же использовать, термоноски, но они все-таки сдавливают ногу в какой-то степени. В них некомфортно спать. Я все время, когда ложусь спать, все время стараюсь снять максимально такие носки. Нога перележивается, лучше уже перчатки одеть или что угодно. Обязательно берите носки, которые идут свободно на вашей ноге. Это либо старые бабушкины носки, обычные шерстяные, либо такие флисовые можно купить сейчас в магазинах. Очень клевая штука. Можете взять 2 таких носков. Еще вариант про перчатки. Флисовых у меня таких не было. Я думаю, что клевая вещь. Надо взять себе следующую экспедицию. Есть несколько пар таких. Я часто еще использую вместо флисовых носков, есть такие дутые бахилы пуховые, они тоже теплые. Да. На переходы в лагерях или на сон можно их, но можно брать и бахилы, и флисовые носочки, тоже отличная штука. Еще такой лайфхак по перчаткам. Возвращаясь к ним. Если у вас вдруг улетели перчатки, если у вас нету запасных пар, такое бывает иногда, и такое со мной 1 раз случилось. Вы берете обычный теплый носок, надеваете на руку и идете. Конечно, не так удобно, надевайте 2 носка, чтобы не продувало. Тоже ничего, да? Да, но у вас останутся целыми пальцы. А если холодно, можно одеть 1 носок, а наверх 2 носок, да? То есть, тут действует тот же принцип многослойности, тот же принцип капусты. Естественно, флис можно... так, конечно, не сильно удобно. Неудобно, но как выход вариант. Хорошо. По носкам все. 3-4 максимум пары таких, 1-2 пары флисовых. По ботинкам. Смотрите, зимой у вас должны быть хорошие ботинки, теплые ботинки с утеплителем. Хорошие, теплые. Да, с тинсулейтом. У меня, кстати, такие же, только немножко другой фирмы. Вот здесь утеплитель. Жесткая колодка. И дело в том, они двухслойные эти ботинки или нет? Нет, это ботинки однослойные, они просто идут с утеплителем. Про ботинки. Во-первых, у них желательно, чтобы было 2 ранта. Передний и задний. Для чего это важно? Потому что очень часто вы рубите ступени этими ботинками, либо просто врезаетесь в фирм. Когда у вас здесь нету ранта, это сложнее, и он больше убивается. Задний рант нужен подкошки, о чем скажем попозже. Мне кажется, для наших участников это на самом деле не критично иметь ранты, не? Не так часто. Не критично, но хорошо.
все-таки приятнее идти. Да, обычно гид идет первым и рубит ступень. Если есть возможность, берем с рантами. Нету возможности, без рантов тоже подойдут. Да. Еще совет по выбору ботинка. Берите его из одного куска, одного-двух куска. То есть цельнокроенный ботинок. Вот. Он будет надежнее. Потом обрезинка. Чтобы поменьше швов было. Да. Чем меньше швов, тем больше надежность. Вот. Здесь довольно твердый нубук обычно идет. Вот. Обрезинка. Обрезинка считается хорошим тоном, если она вот примерно вот такой высоты. Если обрезинка ниже, они бывают намокают, а это очень неприятно. Вот. Это обычные горные ботинки, они подходят для зимних походов. Важно, чтобы колодка у них была жесткая, то есть не сгибала. Подойдут не гнется вообще. Теплые трекинговые, конечно, но в чем дело? Когда вы будете одевать кошки, вы увидите, что есть нюансы. Об этом позже. Пластиковые ботинки. Тарас говорит, что они ему не очень нравятся, мне они нравятся. Почему? Пластиковые ботинки это почти как одеть лыжные ботинки, только тебе в них нужно походить целый день. Я ходил в таких на Мерупик, на Айленпик, это было ужасно, я вам сразу скажу. В чем плюс этих ботинков, что когда тебе надо месить снег, они рулят. И дело в том, что в них гораздо теплее. Вот. Дело в том, что можно выморозить мыльницу, так называемую, а вот эти вот внутренние сапожки, внутренники, затянуть в спальник. Соответственно, утром огромный плюс, когда вот эти вот ботинки у вас замерзли, промерзли полностью, обязательно вот так вот вечером язычок делаете, расправляете его. Вы вбиваете туда свою ногу, вот, это не очень приятно. Во внутренниках, на пластиковых ботинках вы только вылезли со спальника, одели вот такие тепленькие внутренники, засунули их в замороженную мыльницу, неважно какая, это кусок пластмассы. И все, вам тепло и хорошо. То есть вам не надо дополнительно тратить время, наматывать круги вокруг лагеря, там, с лопатой или еще что-то. Кстати, кроме того, в таких внутренниках можно ходить по лагерю вместо тапочек. Да. Но важно их не намочить, очень важно. То есть одеваете намочить, сверху гамаши, которые у вас, вернее, какие-то кеды, кроссовки, сандалии, зимой? еще что-то. Не, ничего не берете. Ну в чем вы иногда по лагерю ходите? Некоторые идут в кедах. В чем я хожу по лагерю? Дело в том, что я хожу в обычных ботинках по лагерю, либо вот в таких штуках, либо просто в обычных шерстяных носках, а сверху одеваю полные бахилы. То есть бахилы, которые с подошвой. Вот. Иногда я одеваю галошные бахилы, но они тяжелее. Это в разных походах по-разному. Вот. То есть плюсы вот этих ботинок, они более мягкие, они удобнее сидят на ноге. Если вы вот в этих ботинках из глубоких снегов, из довольно снежной зимы попадете внезапно вниз, где вам надо будет топать по грунту, где вам надо будет топать чуть ли не по асфальту, вот, вы сразу же в пластиках натрете мозоли, вот, если вы долго не ходили в пластик до этого. Эти ботинки вам многое простят. Плюсы вот этих ботинок в том, что вы можете утром более комфортно чувствовать себя. Вот. Они более жесткие, конечно, но где-то это плюс, где-то это минус. Мое мнение, это очень жестко. И прям для это самых трушных и для самых жестких ребят подойдет. Таких вот достаточно, плюс бахилы взять с собой и все. Если вы оденете ботинки, а сверху штаны, естественно, что у вас нападает куча снега вглубь ботинка. Вот. Через верх. Для того, чтобы этого не происходило, есть такие штучки, называются гамаши или же фонарики. Иногда их путают с бахилами, в чем разница, расскажу. Вот. Вот эти штуки, они бывают двух типов. Бывают с замком, бывают облегченные без замка. Без замка они надеваются сразу, как только вы одеваете там штаны, носки, а потом одеваете только ботинки. Вот. С замком, здесь вот идет замочек, их можно одеть сразу же, вот, они зимой все-таки удобнее, вот, хотя эти меньше весят. Вот здесь важно, чтобы был тросик, это долговечность конструкции. Вот. Вы одеваете сверху эти гамаши и натягиваете их на ботинок. Вот. Соответственно, сюда у вас ничего не попадет. Вот. Если вы хотите ходить по лагерю и вы часто ходите в кошках в вашем маршруте, советую взять вам также бахилы, особенно если будет холодно. Вы думаете, что будет холодно и этого ожидаете. Бахилы отличаются от гамаш тем, что здесь идет такой как бы полуботиночек, то есть дошита подошва, да, полная. Вот. Это удобно на лагере. Вы
взяли внутренник или взяли обычные носки, засунули эту ногу и пошли. Единственное, важно не подскользнуться при этом, потому что случаи бывали. Вот. Кошки используются, когда жесткий фирм, когда идет обледенение. Вот. Без кошек бывает очень сложно, иногда просто невозможно двигаться. То есть кошки нужны, это факт. Вы никогда не знаете, что будет и что вас ждет в середине маршрута или в конце маршрута, да, в принципе и в начале. Ну, то есть по Карпатам в основном мы идем все-таки без кошек, но только на каких-то более таких сложных участках, крутых, одеваем кошки. Так? Да, это все зависит от погоды и от того, как мы двигаемся. Вот. Если мы, например, спускаемся, если есть риск улететь вниз и рубить ступени довольно сложно уже, тогда просто одеваем кошки. Если снег глубокий, кошки нам не нужны. Мы можем просто порвать штаны кошками. Хорошо. Дальше, если много снега, я вот вижу, у нас лежит снегоступ такой очень крутой и прикольный. Если много снега и не нужно тропить, наверное, устанешь, да? Да, посмотрите на площадь поверхности подошвы этого ботинка и посмотрите на площадь поверхности снегоступа. Дело в том, что она в разы больше, и вы будете меньше проваливаться. Естественно, в снегоступах тоже можно проваливаться, но гораздо меньше. Вот. И плюс бонус в том, что вот здесь, по сути, та же кошка идет. Вот. Разные бывают конструкции, бывает здесь кошка идет, вот здесь такие вот шипы, например. Ну, это прям прикольно. Да. То есть вы можете уже идти по зафернованному склону, по обледенелому склону, не одевая кошки, просто двигаясь в снегоступах и при этом не проваливаясь. Вот. Ну, по сути, если мы проваливаемся, если мы тропим, мы тратим намного больше сил и энергии. Снегоступы же позволяют нам сэкономить эти силы и ускорить передвижение. Плюс у вас бывает, сначала вы идете по обледенелому участку, потом вы резко начинаете проваливаться в глубокий снег. Если постоянно менять кошки и одевать какие-то снегоступы, которые без кошек идут, вот таких, вот, это очень долго. Вот. Сразу берите снегоступы, которые вот уже идут с кошкой. Ну, это прям крутая модель, такое читерство небольшое. Палки? Да, трек-палки. Трек-палки должны быть с внешними креплениями. То есть вот такое крепление эксцентриковое. Другие крепления на морозе не работают. Проще тогда даже брать лыжные палки. Вот. И обязательно у вас должно быть такой вот лопух вот, на палке. Снежное кольцо. Снежное кольцо оно называется по-правильному. Кто как называет. Дело в том, что если вы будете идти вот просто с палками, вы на каждом шаге будете проваливаться. И вы будете тратить огромное количество энергии на то, чтобы просто по памяти поставив вашу руку как опору. На самом деле это очень сложно. Я вот даже когда в Непал, там не всегда есть снег, но бывают сезоны, когда очень много снега. И мы брали как вариант, чтобы хоть немного увеличить площадь опоры, переворачивали палку и ставили ее на рукояткой вниз. Ну, это на самом деле плохо работает. Снежные кольца, особенно в зимних походах, обязательно на 100%. Еще такой нюанс, они вот так вот защелкиваются, вот, но они в то же время могут слететь. Вот. Здесь бывает резьба, здесь бывает просто фиксация поворотом. Берите с собой моток изоленты и подматывайте. Можете один раз подмотать и все. Они бывают, что слазят. Особенно когда у вас заросли сосны горной под снегом. Вот. Подмотали и все, потому что бывает остается палка, вот, а вот этот вот лопух остается там. Ледоруб. Это для более сложных маршрутов, естественно. Для походов там, выше зоны леса обязательно должен быть либо с темляком, либо с петлей. Вот. Петля должна быть правильно подобрана. Вот. Если ледоруб у вас будет без петли или без темляка, он у вас просто останется в снегу, а вы поедете ниже. Мы во все наши походы берем ледорубы зимние? Нет, не во все, но на зимнюю Черногору, на ту же Боржаву это обязательный элемент. То есть если идете на зимнюю Черногору или на Боржаву, нужно, чтобы был ледоруб. Если нету своего, можно в принципе взять у нас на прокат. Это не проблема. Там, где вы идете открытый хребет, там, где есть возможность обледеневших склонов, там, где есть там крутые спуски, подъемы, ледоруб вам поможет. Естественно, им надо уметь еще пользоваться. Потому что так это опасный элемент снаряжения. Но этому вы уже обучите. Да, также ледоруб надо правильно уметь подбирать по длине. От одежды и обуви перейдем к бивуачному снаряжению.
Этим являются спальник, этим является каремат. Дело в том, что очень часто многие пренебрегают карематом, то есть ковриком, на котором лежат, и делают упор на спальник. На самом деле это должна быть система, которая работает вместе. Почему? Потому что спальник нам дает только половину тепла. Вернее, он защищает от теплопотерь только вашу верхнюю часть из боков, как бы, когда вы лежите. А основной же холод идет с под низу. То есть, если вы ложитесь на снегу, соответственно, теплоизоляция должна быть очень хорошей. Дело в том, что летом вы можете ходить с обычным, так называемым ижевским ковриком, сделанным из пенополиуретана. Он имеет толщину там 8-12 мм. Для лета этого, в принципе, достаточно. Но зимой можно два их использовать. Да, а зимой, о чем я говорю самый дальше, бюджетный вариант. Самый бюджетный вариант, но самый громоздкий, это два таких коврика. Вот. Дело в том, что это самый надежный вариант, потому что у вас всегда будет коврик, он с ним ничего не станется. Вот. Но в то же время это неудобно, потому что у вас рюкзак и так большой, а плюс еще такие две, как говорится, торпеды по бокам рюкзака. Это не очень практично. Но, тем не менее, такой вариант существует, и он довольно дешевый. Одного термореста хватает? Примерно такой. Одного термореста не хватает. Как было проверено, даже самый крутой терморест, но который сделан по такому принципу, он все-таки под ним снег протаивает. Если протаивает снег, значит, за счет чего он протаял? За счет того, что вы растопили своим теплом снег, он прошел через плоскость каремата, вот, и еще и хватило тепла настолько, чтобы протопить снег. То есть лучше брать надувной коврик? Да. Зимой лучше брать надувной коврик, но у надувных ковриков есть нюансы. По поводу теплоизоляции, у ижевки и у этого коврика есть некоторая характеристика, это коэффициент теплопроводности. Но сейчас принято говорить про коэффициент, обратный коэффициенту теплопроводности, вот, то есть теплоизоляция. Это называется R-value. R-value у нас здесь в данном случае у этого каремата 5,7. Для зимы нужно брать карематы с R-value от 4. То есть это число, чем больше, тем лучше. 5,7 это уже так надежно, очень холодно, да, тебе да. будет комфортно. Дело Наверное, самый теплый, да, коврик? Да, один из самых теплых, вот, потому что их есть большое множество. Дело в том, что надувные карематы есть также и летние. Вот. Так вот этот R-value на летнем каремате он меньше. Вот. И дело в том, что зимой такой вариант может не подойти. Вот, на нем будет довольно прохладно. Хотя это будет лучше, чем две ижевки. Но, во-первых, менее надежнее, там более тонкие материалы. Во-вторых, холоднее будет. Вот, поэтому берем вот этот коврик и рассматриваем его. Я этот коврик только что пробовал надуть ртом, и это было, очень тяжело. Тут внизу на высоте, когда я сижу, не где-то там в горах, не уставший, я не знаю, у меня прям голова закружилась. Скажу еще, что ртом коврики надо надувать только в крайних случаях, когда уже совсем нет других вариантов. Что мы можем использовать? Можем использовать вот такую вот герму. То есть вы в ней, во-первых, можете и свои вещи сохранять. Вот. И в ней есть еще такой клапан. Вот. Вы надеваете его на ответный клапан на коврике. Расправляете мешочек. Вот этот клапан. Расправляете мешочек, максимально загнав в него воздуха. Зажимаете и выдуваете. Соответственно, с одного объема передуваете в другой объем. Это первый вариант. Можно на него сесть. Вот. По-разному можно, как хотите. Я вот в своих экспедициях только ковриками, которые надуваются с помощью мешка, пользуюсь, потому что ртом на самом деле. Здесь я попробовал, там выше я даже пробовать не хочу. Сложно, на Мешком высоте надули, это просто, это сложно. Есть такая штучка, вот насосик. Если вы ленитесь, тоже подсоединяйте этот насосик к клапану, и он вам накачивает за какое-то время воздух в спальник, в каремат. Вот. Это что касается надувания. Ковриком. Дело в том, что обратите внимание, почему нельзя надувать коврик ртом. Потому что, во-первых, это тяжело, во-вторых, вы выдыхаете большое количество влаги. Эта влага никуда не девается, она вся остается в коврике. Потом может заплесневать, потом она там превращается в кристаллики льда зимой. То есть это минус на теплоизоляцию, и плюс дело в том, что он будет меньше храниться потом. Ну вот еще одно преимущество такого коврика перед ижевским для меня лично это в комфорте, потому что я что-то уже немножко разбаловался, привык к комфорту. На ижевском, если что-то где-то не так, вы спиной это прочувствуете. Здесь же 10 сантиметров или 7, или там около того.
И ты на нем просто лежишь, и как дома на матрасе, иногда даже комфортнее, чем дома на самом деле. И прям высыпаешься на отлично. Я долго не брал себе такой надувной коврик, мотивируя это тем, что если я начну спать на таких ковриках, я уже не буду спать на обычных карематах. Дело в том, что так оно и есть. Я теперь на ижевских ковриках практически не сплю, потому что у меня есть надувные карематы, вот есть летние и зимние, вот, и они очень удобная штука. Есть нюанс. Естественно, его можно проколоть. Никакие острые вещи, никакие там газовые, бензиновые горелки возле него держать нельзя. Вы его как надуваете в палатке, так и сдуваете в палатке. Наружу желательно с ним не вылазить. Дело в том, что он еще и летает хорошо. Были случаи. В прошлой экспедиции на Чаою, вот видео или уже есть, или скоро будет у меня на канале. У меня, кстати, случилась такая ситуация. Я проколол коврик. Причем проколол его просто оберткой от китайского какого-то батончика. Где-то зацепил, и дырка вот такая на 2 сантиметра. И я думаю, все, жесть, высота 6400, ты на снегу, коврик проколотый, что делать непонятно. Но, к своему счастью, я купил перед этим пуховый костюм Кайлас, и там был ремнабор. И в ремнабор входили латки с, мне кажется, с мембранного скотча. Он прям жесткий и хороший. Я просто залепил эту дырку, и коврик мой стал рабочим. Поэтому в идеале иметь еще какой-то ремнабор, хотя бы базовый, для коврика, чтобы можно было его подлатать. Это был у меня первый случай прокола за всю практику, но если он случается, то, конечно, толку с такого коврика фактически нет, и вам придется спать на голом снегу, чего с ижевскими не случится никогда. О, так нормально, очень удобно. Также необходимая деталь снаряжения — это поджопник. Он же может быть и подголовником. Я вот, кстати, никогда не использовал поджопник как подушку, но вот подложил. Обычно туда ложишь флиску или еще что-то, но вот так тоже, в принципе, можно спать. Да, очень важно, этот подголовник еще можно использовать, когда под ноги ставишь его, чтобы не упираться в стенку палатки. Потому что если ваш спальник будет касаться стенки палатки, он может намокнуть. Вот. Поэтому, да, действительно, можно флиску положить ее или в гермомешок, или в пакеты и под голову. Хорошо, удобно, мне нравится. Ну что, мы поговорили, на чем мы спим, теперь давай решим, в чем мы будем спать. Да. В спальнике. Следующий архиважный зимой элемент снаряжения — это спальник. Почему архиважный? Почему я на этом так обращаю внимание? Потому что если вы не выспитесь ночью, то день у вас пройдет не очень, как минимум. Дело в том, что если вы будете хорошо себя чувствовать ночью, вам будет тепло, вот, нормально выспитесь, то вы будете бодры, полны сил утром. Если вам будет холодно, вы всю ночь будете ворочаться, то на следующий день вы не сможете пройти то, сколько вы запланировали. Соответственно, и вся группа не сможет пройти. То есть спальник — это важно, и надо выбирать хороший спальник. Какие спальники ты советуешь? Я знаю, есть вот синтетика, есть пуховый. Да, два типа спальников. На зиму там, где нету влаги, либо она минимальна, желательно пуховый спальник. В чем плюсы пухового спальника? А что значит на зиму, где нету влаги? Дело Бывает в том, что зимой, когда влажно? Да, у нас в декабре в Карпатах часто идет дождь. А как угадать заранее? Если ты идешь в январе, феврале, то ты можешь угадать. Если ты идешь в январе, феврале, ты рекомендуешь не заморачиваться, и по возможности он стоит дороже, легче, но зато легче брать пуховый спальник. Да, плюсы пухового спальника — то, что он значительно легче, при том он теплее. То есть если взять синтетический спальник, то при, например, температуре минус 12 мы имеем такой объем. Вот этот спальник имеет температуру комфорта минус 20, здесь написано, но тем не менее он сворачивается в объем меньше, чем этот. То есть пух, он очень компактный. И в то же время пух, поскольку он имеет хорошими теплоизолирующими свойствами, он занимает меньше объем, и он легче. Он еще и сворачивается меньше, и дело в том, что более теплый спальник занимает меньше объем, но он может в то же время и намокнуть. То есть если вы хотите ходить в Карпаты весь сезон и меньше ходить зимой, то берите вот обычный синтетический спальник. Но ресурс у него будет все-таки меньше, чем у пухового спальника при прочих равных. И если вы будете использовать его, пуховый спальник, в правильном русле, в правильном режиме. Вот. Дело в том, что пуховый спальник боится влаги. Сейчас всякие новомодные пропитки есть.
действительно спальник сложно намочить, но за ним нужен уход. Если за ним не следить, если вы через неделю похода на него даже не посмотрите, если вы через неделю после похода, он как у вас лежал, так и будет лежать, он испортится. Вот. Ну, то есть он такой более деликатный и более требовательный в уходе. Да, в нем может что-то Синтетика нам может многое простить. Да, но ресурсов синтетики гораздо меньше. Пуховый спальник, он может сжиматься, разжиматься многое количество вот, раз. Кстати, Коля, перебью тебя в защиту вот этого конкретного спальника. Хочу сказать, что у меня тоже фирмы Грифон, только Climber, а не Expedition. Он чуть более холодный, но это самые лучшие, наверное, синтетические спальники. И у меня такой лет 5, я его таскаю в Непалах всюду. И постоянно в нем используюсь. И объем касательно веса и касательно температуры тут небольшой, потому что на минус 12 другой фирмы, другой модели спальник синтетический, он будет вообще вот столько места занимать. Тут еще вменяемо, мне кажется. И вот если синтетику брать, я бы брал вот такой Expedition. Хватит нам температуры минус 12 на зиму? На зиму лучше брать чуть потеплее. Еще теплее? Да, еще теплее. Либо использовать конденсатник, о чем я сейчас расскажу. Конденсатник — это более тонкий материал, который сверху надевается на спальник. В чем суть? У вас влага конденсируется не в самом спальнике, в теплом, не в самом объеме, а выводится наверх спальником, и там уже более холодный спальник, который сверху проще выморозить или высушить. Соответственно, у нас менее удобная конструкция, но она более теплая. Конденсатник сверху? Да, это называется конденсатник. Просто утром, когда ты обычно зимой просыпаешься, тебе на лицо падает лед какой-то, он на палатке с внутренней стороны, можно даже умыться так. И часто, когда начинает теплеть, выходит солнце, то это все капает на спальник, и он намокает. Собственно, вот в экспедициях пуховые спальники, они все время чуть немножко намокают. Конденсатник от этого должен спасти. Да, пуховые спальники берите только когда есть стабильный минус, вот, и нету большой влажности, но тем не менее они вам помогут, когда очень холодно. Вот, то есть им минус 20, там, минус 30 вообще не проблема. А синтетический спальник при такой же температуре будет занимать очень большой объем. Если у вас нет зимнего спальника, можно выйти из положения. Я так часто делал. Дело в том, что вы можете просто взять демисезонный спальник, то есть у меня вот такой же Грифон, только 1,5 килограмма вес. Вот, и вот надеть... у меня такой же, да. Я его в этом году попробовал, отличный спальник. В этом году я его попробовал и теперь, наверное, буду таскать его постоянно. А сверху можно натянуть обычный летний спальник, который весит там грамм 700-800 максимум, и у вас будет эта конструкция вся весить до 3 килограммов. Да, это много, но это довольно тепло. Зато позволит сэкономить. Да. Я так в базовые лагеря на 8000 беру, там внутри палатки бывает минус 9, у меня спальника для такого комфорта легкого нету, потому что один большой на минус 25 ты забрасываешь на гору, я беру два спальника, один на минус 4, один на минус 5, спальник в спальник. И нормально тебе. Да, вы двумя спальниками можете перекрыть 3 диапазона температур. То есть, когда один спальник используется, когда другой и когда два вместе. И не надо дома сохранить по спальнику на каждую ситуацию. Но такой вариант девушкам не сильно подойдет, потому что это большой вес, большой объем, а у девушек рюкзаки поменьше. Девушка может найти парня, который будет нести ее спальник. Осталось парню тоже иметь спальник поменьше. Или крепкую спину, да? Или очень большим быть и сильным. Теперь перейдем к мелочам, но тем не менее очень важным мелочам. Кружка, ложка, миска, нож. Сокращенно КЛМН, как оно обычно бывает в списках снаряжения. Кружка. На что обратить внимание? Это не должна быть зимой термочашка, потому что вы не сможете согреть руки. Дело в том, что можно брать пластиковую чашку, можно брать металлическую. Предпочтительнее все-таки металлическую. Чашка. Чем металлическая лучше, чем пластиковая? Ты можешь согреть руки. А пластиковая тоже пластиковая медленнее остывает чай, но гораздо дольше его пить при этом. Когда уже все попили, ты стоишь, у тебя руки замерзли. Это маленькая какая для зимнего похода. Да, объем чашки примерно 450 миллилитров. Тарелка. Тарелка тоже можно брать металлическую, соответственно, если вы хотите погреть руки. В то же время ваша еда будет остывать гораздо быстрее. Если вы возьмете пластиковую тарелку, вот, то в пластиковой тарелке вам будет дольше сохраняться еда теплой. Ложка. Ложки тоже можно брать как металлические, так и пластиковые. Пластиковая ложка легче, вот, ну, она внезапно может поломаться, хотя редко. Металлическая ложка, как по мне, вот такая у меня есть, она удобнее. Она складывается вот так вот, довольно удобно. Раз и все. Это так называемая ловилка, ложка-вилка.
Здесь идет и ложка можно черпать, вот, и вилкой можно что-то накалывать. Нож. Очень важно иметь правильный нож. Почему? Апинель это очень хороший нож, он легенький. Вот. Рекомендую 7. А теперь вы видите почему. Потому что муфта. Почему его нельзя брать зимой? Можно, но не нужно. Потому что вы попробуйте этот нож открыть в перчатках. Вот вы в перчатке не достанете. Мне кажется, зимой еще сюда может намерзнуть лед, Да, и тогда вы, в принципе, где-то снег, оно там перемерзнет. вы сможете его открыть. Зимой вот есть хорошие ножи, цена-качество самое оптимальное, Мора. Вот. Раз, достали, порезали, все. Очень удобно, классно, хороший нож. У меня вот именно такой. Потом, что важно? Важно иметь правильную зажигалку. Иногда на сильном морозе газ не хочет работать. Вам придется отогревать зажигалку и без того замерзшими руками. Зипа у вас будет гореть. Почему зипа? Потому что она на бензине. Бензин горит и в минус 40, и в минус 50. Пары А бензина. спички можно взять? Спички нет, нежелательно. То есть спички это уже прошлый век. Вот. Зимой вам не надо зачастую разводить костер, вы идете на бензиновых горелках, либо на газовых хороших горелках. И Хорошо, а кремень взять? Это все очень хорошо для видеовыживальщиков, это не про нас. Также еще классная вещь, называется каталитическая грелка. В данном случае тоже работает на очищенном бензине. Вот. Вы засовываете ее в перчатку, вот, и она вам постоянно греет ручку. Это многоразовая какая-то, я такую не использовал. Есть одноразовые, есть многоразовые. Такие же бывают и стельки, они одноразовые, естественно. Надо будет попробовать. Да, классно, очень зимой, очень клево. Также есть одноразовые вот такие штуки, грелки. Бывают как и на ноги, так и на руки. Они отличаются по размеру, а принцип один и тот же. Термос. Термос тоже должен быть зимой правильный. В чем заключается, собственно, правильность? Вы откручиваете крышку. Кстати, можно их сэкономить на чашке, но это не так удобно. Здесь объем маленький. Вот. Потом откручиваете пробку, и что вы видите? Вот здесь 2 шлица. Если вот здесь вот у вас будет кнопочка, она зимой постоянно замерзает. Такие термосы хороши летом, но зимой они не подходят. Здесь же 2 шлица, вы чуть-чуть приоткрываете, образуется щель, и чаек вам наливается в чашечку. Очень просто, в то же время очень практично. Мне кажется, такой термос даже держит лучше, да? Или По одинаково? поводу держит лучше, берите, чтобы здесь вот максимальный диаметр, минимальный диаметр горловины, чтобы теплопотери были меньше. Если у вас широкий термос, это не есть хорошо зимой. Так, поехали дальше. Аптечка. Аптечка личная у гида будет общественная. Она вот небольшого размера, занимает немного места, немного весит, но тем не менее это жизненно важный элемент снаряжения. Вот. Список личной аптечки вы найдете у нас на сайте, потому что там довольно много чего должно быть. Вот. Еще обязательно вы зимой должны взять крем от солнца. Вот. Это очень важно, и SPF тут должна быть 50+. То есть 50-70 самая крутая SPF. Почему? Потому что очень жесткое излучение, снег очень сильно отбивает от поверхности, солнечные лучи, и вы запросто можете не только замерзнуть, но еще и сгореть, и очень хорошо загореть. Вернетесь как с курорта. Ну и помаду нужно Да, брать, и да, губная кремом? помада, естественно, смотрите, чтобы на ней было написано УВ. Тоже очень важно. Каждый раз, когда пересушиваются губы, потом перемерзают, лопаются, каждый раз улыбаюсь. Я люблю улыбаться. Каждый раз потом кровь течет и больно, очень неприятно на самом деле. Поэтому пользуйтесь губной помадой и улыбайтесь. Можно брать дополнительно всякий жир с собой и мазать, как Сало? эскимосы. Можно Да, салом можно намазаться. кушать сало и при этом мазаться. Вот. Также вот Интересно. спас-одеяло, но это более специальная, экстремальная штука. Вот, Она редко должна быть у используется, но каждого она должна участника быть. на всякий случай? Да, Или пускай нет? будет, в личной аптечке пускай будет. То есть, Если холодно, мы чего. пользуемся этим одеялом. полотенце. Полотенце очень клево, когда оно из микрофибры. Можно в 2 раза меньше. Вот. Оно вам, опять же, нужно только тогда, когда вы спустились в населенку. Быстро сохнет, Да, впитывает хорошо влагу, да? максимально. Тем, кто любит очень экономить на весе, можно не брать, можно вытереться флиской. Вот. То есть можете взять просто плюс половину Ну флиски. это или ты одну жесткий флиску, так да. делаешь. Но дело в том, что Участники пускай возьмут полотенце. флиску на себя надеть можно, а полотенце не очень. То есть флиска более Ну, оно же функциональная. легенькие, взял Да, и удобно. понес, типа. В такой кармашек. А также все вещи, у меня точно такая же вот гермомешок.
все вещи я запаковываю вот в эту вот герму. Это на самом деле очень важно, потому что если вещи промокнут, они не будут возгреть, и зимой их высушить крайне напряжно. Только выморозить, разве что. Выморозить. Ну, бывает и такое. Это жестко. Оно вот так вот заворачивается, вот, а потом вот так вот защелкивается. Раз и все. И абсолютно герметично. Еще лайфхак такой. Вы Без спальник кладете лишнего. обычно на низ рюкзака. Естественно, он должен у вас быть там лучше всего защищен от влаги, потому что низ рюкзака намокает сильнее всего. Да. Вы берете 2-3 пакета больших, самых больших полиэтиленовых пакета плотных. Вот. А потом, когда вы запихиваете эти пакеты, соответственно, спальник в рюкзак, они могут все-таки там об молнию или об что-то порваться. Берете обычный сахарный мешок, запихиваете туда все это, вот, и сахарный мешок уже как хотите, так и засовываете, ничего не будет. Вот. Потом вещи, в которые нужно переодеться, это практично, очень практично и всегда работает. У меня можно взять мешок, герму и запихивать в герму, а не в сахарный здесь мешок. проблемка в том, что герма тогда должна быть с клапаном. Когда ты ее вот так вот закручиваешь, вот такой пузырь надувается. Ага. Сахарный мешок просто, чтобы не рвались пакеты. Ну вот. ладно. А герма, да, можно с клапаном, можно и так приноровиться. Вот. После спальника у меня идут вещи, которые я в последнюю очередь достаю, соответственно, они должны быть всегда сухие в герме. Хорошо. И, как ты говоришь, пакеты всегда ездят под клапаном. Это та одежда, которую я одеваю по ходу движения. То есть компрессионный курточка, мешок. Да, компресска. Можно в него сложить, а потом в пакет. Компресска, во-первых, у вас идет на спальник, вот. Во-вторых, можете запаковать свои вещи. Обязательно возьмите такую штуку на пуховку. Вот. Пуховка, она огромная, теплая, но когда она спаковывается вот, посредством такой компресски, она становится маленькой, компактной и удобной. Вот. Также есть мешочки без компресски, разнообразные, без компрессионных ремней. Это тоже очень удобно, потому что когда вы закомпрессите вещи в компресску, это будет такой жесткий комок. Удобнее, когда эти вещи равномерно распределяются по объему рюкзака. Пускай они чуть больше даже занимают. Не будет пустот. Павербанки. Да, перейдем к электрике. Во-первых, у вас есть у всех смартфон, на котором должна хоть какая-то навигационная программа быть установлена, если что, если вдруг. Соответственно, его надо чем-то заряжать. Powerbank. Берите максимальную банку, то есть 20 ампер-часов примерно. Вот. Для чего это важно? Потому что на морозе ваш телефон очень быстро садится. Литий вообще на морозе очень плохо работает. Соответственно, его надо больше заряжать, чаще заряжать. Вот. Берите повышенного объема Powerbank. Берегите его от влаги. Носите его в непромокаемом пакете. Можно, кстати, вот вместе со всеми вещами в герму, если вы не планируете по ходу движения заряжать. И от холода лучше беречь. Я вот, например, аккумуляторы, павербанки на ночь ложу к себе в спальник, чтобы они не перемерзали. А днем можно завернуть в какую-то флиску или что-то такое. И обязательно заряжать тоже в тепле. Либо вот где-то под курточкой, когда вам тепло хорошо, либо в спальнике вечером заряжаете. Вот. Фонарик. Очень важно зимой иметь хороший фонарик. Почему? Потому что у вас короткий ходовой день, зимой темнеет рано. Вот, вам в любом случае понадобится свет. Соответственно, вы должны брать с собой двойной запас батареи, который тройной, потому что, опять же, на морозе они быстро заканчиваются. Ты не используешь в зимних походах фонарики с выносным блоком питания? Я вот на 8000 ночью, когда идешь, минус 30, минус 40, есть выносной блок, и ты просто его под курточку запнул. Да, это когда очень холодно, это помогает. Дело в том, что есть нюанс. Чем проще конструкция, тем надежнее. Выносной блок – это провод. Провод, бывали случаи, он перегибался. Обычно это идут мощные фонари, хорошие фонари, но тогда надо покупать не дешевый. Да, надо покупать дорогой фонарь, который будет довольно качественный. Потому что если где-то провод перегнется, вы останетесь без света, если у вас не будет запасного источника питания. Также очень важно, вот у вас есть Powerbank, вы можете в некоторых случаях зарядить свой фонарик от Powerbank. Берите такие фонарики, которые с функцией зарядки батареи от Powerbank. То есть вы, опять же, точно так же, как заряжаете вечером в спальнике свой телефон, во второй вход вы можете закинуть фонарик и дозарядить его. Менять каждый раз батарейки это не так выгодно. Вот. Такой фонарик, вы сначала немножко переплатите за цену, зато потом он отобьется вам запросто. Что, в принципе, по основных вещах, я думаю, проговорили, да? Да. Если мы что вдруг забыли, обязательно напишите в комментариях. Это мы первый раз снимаем видео в подобном формате. И очень интересно получить от вас обратную связь. Было ли интересно, много ли было воды, может надо короче, конкретнее, может наоборот нужно детальнее остановиться на вещах и что-то чуть более подробно рассказать. В общем, пишите, понравилось вам или нет. Оставляйте свои комментарии, мы на них обязательно на все ответим, учтем в следующих видео, которые будем снимать. Подписывайтесь на канал и ходите в походы с кулуар. Всем пока. Счастливо.
В первую очередь хочу поблагодарить магазин Команду X, которая, собственно, предоставила нам все снаряжение для того, чтобы мы отсняли, показали и на примерах вам все продемонстрировали, как его используем. Я сам там закупаюсь и вам советую, тем более, что у всех кулуаровцев есть скидки 10-15%, плюс есть заначки. Нету причин не ходить и не закупаться, ассортимент огромен.